5 января 2024 года рейс 1282 авиакомпании Boeing вылетел из международного аэропорта Портленда в 17 часов с 6 членами экипажа и 170 пассажирами на борту. Приблизительно через 6 минут после взлета заводская дверная заглушка, закрывавшая левый проем дополнительной двери аварийного выхода, оторвалась от фюзеляжа, вызвав неконтролируемую декомпрессию воздуха в салоне. В результате сработали кислородные маски. На месте 26А, находившемся рядом с образовавшейся дырой, никого не было. 3 пассажиров получили легкие травмы, требовавшие медицинской помощи, а некоторые их вещи были утеряны, вытянутые наружу через отверстие. Подростка, сидевшего в 25-м ряду, частично вытянуло из самолета, с него сорвало рубашку, и его матери пришлось удерживать его, чтобы он полностью не вылетел в образовавшуюся дыру во время декомпрессии. Один из пассажиров, сидевший на месте 16F в ряду возле аварийного выхода, рассказал, что услышал громкий хлопок, за которым последовал резкий порыв ветра, что подтвердил другой пассажир, заявивший о громком хлопке и сильном потоке воздуха с последующим раскрытием кислородных масок. Один из пассажиров сообщил, что те, кто изначально сидел ближе к отверстию в фюзеляже, смогли пересесть на места, расположенные дальше от пробоины. Во время декомпрессии дверь кабины пилотов распахнулась и ударилась о дверь туалета, которая сперва заклинила. Стюардессе потребовалось несколько попыток, прежде чем она смогла закрыть дверь кокпита. Хотя дверь пилотской кабины рассчитана на открытие при неконтролируемой разгерметизации, экипаж об этом не знал. Находившийся под окнами кабины ламинированный краткий справочник был вытянут потоком воздуха внутрь. Гарнитура второго пилота была снята с головы, а гарнитура командира сместилась. Внутренние неструктурные повреждения салона наблюдались в рядах с 1 по 4, 11 и 12, с 25 по 27 и с 31 по 33. В их числе потеря подголовника и скручивание сиденья 25А, потеря подголовника, подушки спинки и откидного столика сиденья 26А. Некоторые другие сиденья и элементы интерьера также пострадали от резкого перепада давления и потока воздуха. По данным систем отслеживания, на момент аварийной ситуации самолет поднялся на высоту около 5 километров. Пилоты совершили экстренное снижение до высоты 3 километров и вернулись в международный аэропорт Портленда, где в 17 часов и 27 минут успешно совершили вынужденную посадку. На борт поднялись пожарные для проверки наличия травм у пассажиров. Рейс 1282 Alaska Airlines был регулярным внутренним рейсом из Портленда в Онтарио. Этому конкретному самолету было около 2 месяцев. Первый полет состоялся 15 октября 2023 года. Поставка в Alaska Airlines 31 октября и ввод в эксплуатацию 11 ноября. На момент инцидента он налетал 510 часов и совершил 154 рейса. Национальный совет по безопасности на транспорте продолжает расследование происшествия. В предварительном отчете от 6 февраля указывается, что на момент аварии отсутствовали 4 болта, удерживавшие дверную заглушку, а записи Boeing свидетельствуют о том, что заглушка была повторно установлена без болтов перед первоначальной поставкой самолета. После инцидента 5 января Alaska Airlines первоначально приостановила эксплуатацию всего своего парка из 65 Boeing 737 MAX 9, но позже заявила, что 18 самолетов готовы вернуться к полетам 6 января после недавнего технического обслуживания, включавшего проверку дверных заглушек. 6 января Федеральное управление гражданской авиации США выпустило экстренную директиву летной годности, требующую вывода из эксплуатации всех Boeing 737 MAX 9 с установленной дверной заглушкой
до проведения необходимых проверок и ремонтных работ. После этого Alaska Airlines вновь вывела из эксплуатации 18 своих самолетов данной модели. Другие авиакомпании, эксплуатирующие MAX-9, такие как United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines и Lion Air, также приостановили полеты этих самолетов. 7 января Alaska Airlines сообщила об отмене 163 рейсов, затронувших около 23 тысяч пассажиров. United Airlines вывела из эксплуатации 79 MAX-9 и отменила 230 рейсов. Отмены рейсов продолжались до 21 января. 7 января Агентство авиационной безопасности ЕС рекомендовало возвращаться в аэропорт вылета, хотя и заявило, что авиакомпании в его юрисдикции в настоящее время не эксплуатируют Boeing 737 MAX-9 с дверными заглушками. Та дверная заглушка была обнаружена 7 января на заднем дворе дома в районе Сидар-Хиллз, около шоссе 217 штата Орегон. Также были найдены 2 мобильных телефона с самолета, один на заднем дворе, другой на дороге, один из которых был включенным iPhone в режиме полета. 6 пассажиров подали коллективный судебный иск против авиастроительной компании Boeing, ссылаясь на телесные повреждения, полученные пассажирами, и эмоциональную травму в результате произошедшего инцидента. Дэйв Келхун, президент и генеральный директор Boeing, признал ошибку компании на общекорпоративном совещании, посвященном вопросам безопасности и прозрачности после данной аварии. Компания пообещала обеспечить полную прозрачность и сотрудничество в ходе расследования инцидента. В интервью Дэйв Келхун охарактеризовал произошедшее как проблему контроля качества. Также Управление гражданской авиации уведомило Boeing о том, что компания находится под следствием по предполагаемому несоблюдению правил, касающихся проверки и испытаний новых самолетов. В обращении к сотрудникам Стэн Дил, президент и генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, объявил о немедленных действиях, которые компания предпринимает для усиления обеспечения качества и контроля при производстве самолетов модели 737.